Всем привет, друзья! С вами Йорш, и сегодня поговорим о том, сколько же реально проехать новичку на мотоцикле за день. Вообще, по моему мнению, количество километров физически, которые вы можете проехать за день, очень сильно зависит от вас, как от человека. Есть люди импульсивные, которым не нравится очень долго сидеть в одной и той же позе. И тогда для такого новичка, конечно же, проезд 100, 200, 300, 400 километров за день может показаться слишком нудным. Может быть и обратная ситуация. Вы предпочитаете, не торопясь, никуда двигаться. Вы больше меланхоличны, флегматичны. Вас полностью устраивает местонахождение на одном месте в течение долгого времени. Возможно, вы 1500, 2000, 3000 новичком сможете легко проехать. Итоговая дистанция, которую вам удастся пробежать впервые на вашем мотоцикле, именно я сейчас говорю про новичков, очень сильно зависит от того, какой у вас мотоцикл. Вы едете на каком-то эндуро мотоцикле, и у него жесткая сидушка, и вы, возможно, едете хоть и по трассе, вы будете чувствовать гораздо меньше комфорта от поездки, чем, например, на каком-то большом круизере с очень мягким, очень таким креслоподобным сиденьем, на котором можно далеко ехать и даже не задумываться о том, сколько же километров просто пролетает мимо тебя, проносится, и ты уже раз и в 1000 километрах от дома. Точно так же могу сказать про себя. Больше 300 километров за один день мне бы не очень хотелось ехать. Я понимаю, что вполне можно проехать и гораздо больше. Потратить на это больше часов, потратить на это больше энергии и, может быть, посмотреть больше вокруг вещей, расставив себе точки на карте, которые стоит посетить. Но само по себе ощущение от целого дня на мотоцикле все-таки имеет свои пределы. И это, пожалуй, та вещь, о которой я хотел бы здесь особенно упомянуть. Ведь когда вы впервые выезжаете в дальнее путешествие на своем мотоцикле, вы должны отдавать себе отчет, что весь день будет наполнен эмоциями. И в вашу чашу, так сказать, не поместить больше. Вы можете переполниться буквально эмоциями к концу дня, и вам будет уже тяжеловато. Поездка на мотоцикле может перестать доставлять вам такое наслаждение. При этом и дорога может стать очень интересной. Как, например, вот когда я ездил, под конец дороги между Петербургом и Сартовалой начался серпантин такой, то есть очень извилистая дорога, но я был уже уставшим. В течение всего дня, на протяжении предыдущих 5,5 часов мы ходили, гуляли, были впечатления, при этом я и физически устал тоже. И получить полное удовольствие от этих серпантинов, когда я только впервые на них въезжаю, я просто не смог. Я просто уже был уставшим, и моя чаша эмоций, она уже была переполнена. Я думал только об одном, как бы поскорее уже доехать до Сартовалы, бросить, так сказать, кости на кроватку и уже поспать, а завтра с большим удовольствием поехать, возможно, по этим серпантинам, куда-то покорять карьеры Рускеалы или поехать смотреть водопады, в общем, куда-то вокруг, куда туристическая моя программа и планировала. Поэтому учтите тот момент, что когда вы едете в свою первую дальнюю поездку, вам нужно планировать небольшое, не длинное путешествие на один день, особенно на первый день выезда. Вы лучше сможете познакомиться со своим мотоциклом на дистанции 100-200 километров. Какого бы класса мотоцикл у вас не был, вообще без разницы. Я абсолютно в этом убежден. Именно эта дистанция от 100 до 200 километров, она оптимальна для того, чтобы понять, прочувствовать. На ней с вами вряд ли что-то произойдет, сверхъестественное. Вряд ли у вас там цепь порвется. Это не 10 тысяч километров ехать, да? Вряд ли у вас там что-то отлетит, если у вас мотоцикл был в полном порядке, когда вы выезжали. Я сильно сомневаюсь, что у вас закончится масло во время путешествия. То есть все вот эти вот моменты вы вряд ли пройдете, а получите именно квинтэссенцию, самое главное наслаждение, самое главное удовольствие, которое даст мотоцикл при движении по трассе и при движении вот в какую-то конкретную область, которую вы для себя выбрали в виде дальнего путешествия. Выбирайте для себя траекторию в радиусе от 0 до 500 километров за первый пробег. Это моя такая основная рекомендация для вас, как для новичков. Если вы хотите больше, конечно, можете ехать больше. Опять же, действуйте по ощущениям. То, что я говорю, это всего лишь мои ощущения, мой
опыт и моя рекомендация для вас. Это не жесткие правила. Я не говорю, что нужно строго ехать не больше 500 километров в день. Да, можно, почему нет, если вы хотите. Но комфортным, по моему мнению, будет дистанция от 100 до 200 километров за первый пробег. Если, особенно для вас, это один из первых выездов, и до этого на мотоцикле вы особо не катались. Общий стресс, который вас будет преследовать на протяжении всего движения, а он все равно будет, потому что будут машины, которые будут пролетать быстрее, или будут, наоборот, очень медленные товарищи, которые не будут давать вам проехать, и это вас будет бесить. Вот этот общий стресс, он все равно накопится с вами в течение дня, и к концу дня ваша чаша, как я и говорил, немного переполнится. Чтобы получить максимум эмоций и наслаждения от езды, от первого, тем более дальнего выезда, не превышайте свою дистанцию, там, 500 километров, не нужно этого делать. А вот в следующий день, если вы будете особенно чувствовать свои эмоции, силы и желание двигаться дальше, больше и быстрее, конечно, вы всегда можете это сделать в следующий день. Главное, просто в первый день прочувствуйте свой мотоцикл лучше, и за это и он, и вы себе скажете спасибо. Ну а с вами, как всегда, друзья, был Йорш. Увидимся в новых видео. Всем пока!